Вечер, друзья мои. Показываю вам свой алтарь. И сегодня буду показывать, как делать амулет с руной Фэу. Но учтите, это ритуал для практиков. Но вам смотреть можно. И вникать, и понимать в том числе. Ритуалы для практиков простым людям тоже можно смотреть для общего развития, чтобы понять, что и как происходит, лишним не будет. Чем больше вы будете знать, тем меньше есть шансов, что где-нибудь вас обдурят. Итак, богатство 3 фэу. Ритуалы с 3 фэу – это очень давние имеют историю. И многие, знаете, такое, слышали звон, да не знают, где он, и бегут рекомендовать, рисовать руну Фэу, призывать. Вообще называют они Фэху. Но Фэху – это более недавнее название вообще, Фэху. А вообще изначальное первое название руны этой Фэу или Фэ. О рунах я не буду вам сейчас рассказывать по новой, это нужно огромное количество времени. Откройте мой прямой эфир под названием «Великие руны», и там все сказано, почему простому человеку нельзя трогать руны, рунную магию. И я вам объяснила, что руны есть во многих направлениях магии. Просто самые известные руны – это скандинавские и германские руны под названием Великий Футарк или Старший Футарк и Младший Футарк. Вообще футарком называют все руны, собственно говоря. Но условное разделение произошло где-то, наверное, в XVI веке. После этого начали называть рунные футарки старший футарк и младший футарк. Итак, как ни странно, но работая с рунами, чаще всего руны окружают серебром. Руны любят серебро. Вот не зря руны, скажем так, чертили, выводили на серебряных монетах. Серебро, камни, кожа, естественно, дерево изначально первоначальное, да? Давайте я вам сейчас покажу. Вот алтари и продолжим с вами. Дорогие друзья, руны – это древние знаки. Древние знаки, которые переданы жрецами, и именно поэтому касание рун может принести к определенным трагедиям. Людям, не посвященным в рунную магию. Что такое Фэу? Я вам сейчас объясню. Смотрите, из чего состоит руна Фэу. Вот древние времена изображали таким образом. Одна стрела вверх, вторая стрела в эту сторону, третья стрела вниз. То есть получается 3 стрелы. Смысл руны Фэу таков. Почему именно Фэу есть руна богатства, благополучия, благосостояния во всем? По той простой причине, что, смотрите, это посыл, направление, стрела, которая пускается во Вселенную. Ваша мысль, желание, просьба, посыл, вот эта стрела, то есть вот изначальная, да, черта, которая наверх поднимается. Вот, значит, вот эта линия, ваш посыл во Вселенную. Далее. Ваша энергия и труд, который вы вместе с посылом отправляете во Вселенную. Потому что деньги, богатство, имущество, они должны приходить благодаря труду человека. Просто так ничего не бывает. Вот я сейчас купила дом, и я хочу расширить этот дом, я хочу сделать рядом
баню, я хочу сделать большой подвал и прочее, прочее. Это очень много чего, но я буду это делать постепенно. То есть я трачу свое время, энергию, свои работы, естественно, показываю, да, силы свои, деньги свои вкладываю, а взамен я получаю что? Большой дом. Тот дом, который я хочу. Да, этот дом большой, замечательный, он новый, построенный, в нем все есть, и живи не хочу. Но я хочу большего. А значит, мне нужно потратить время, силу, энергию и прочее, прочее для того, чтобы получить большее. Больше, чем есть. Итак, вот мой посыл во Вселенную. Хочу расширить дом, сделать больше. Но недостаточно просто сделать посыл и ждать, пока Вселенная тебе просто так что-то даст. Взамен еще, то есть вместе с посылом во Вселенную, человек отправляет свой труд, свое время, свои силы, свои возможности. И вот отправляет вместе с посылом свою энергию, труд во Вселенную. И Вселенная оттуда, вот это посыл обратно от Вселенной. Вселенная оттуда отдает что? Отдачу. Вот фэу. Вот строение рун. Я потом как-нибудь, может быть, и каждую руну объясню. Это долго, просто очень долго. Они не просто создавались, эти руны, дорогие друзья. Теперь вы понимаете, почему это тайнопись? Почему эта руна фэу означает богатство? Почему она означает благополучие во всем? Потому что человек хочет, просит, отправляет посыл во Вселенную. Человек вместе с посылом отправляет свою энергию, силы, работу, труд. Он отдает все, всю себя ради того, чтобы Вселенная услышала его. И оттуда, от Вселенной, получает отдачу. Вот вместе формируется богатство. Тройное фэу, то есть вообще цифра 3 у скандинавов, у германцев это священная цифра. 3, 7 это священные цифры. Считается, что, смотрите, пара, один человек, два человека, и от их союза рождается третий человек, ребенок. Вот цифра 3. Значит, правитель, народ и кто еще? Армия. Вот цифра 3. Поэтому 3, тройка, она считалась священной. Вот именно поэтому считалось, что фэю, если уж призвать богатство с помощью фэю, то жрецы чертили 3, тройной фэю, увеличивая силу руны фэю в 3 раза больше. Почему руны нельзя чертить обычным людям, я вам уже сказала. Я вам уже объяснила, откройте еще раз, посмотрите «Великие руны», моя лекция. Это очень долго и очень долго объяснять. Руна фэю имеет, то есть, отношение и привязана к двум стихиям. Огонь и земля. То есть, земля, которая кормит нас, земля, которая нам дарует процветание и прочее, прочее. Значит, вот земля может нам дать и благополучие, и благосостояние, и имущество. И огонь. То есть это сила, воля внутренняя, человек-огонь, человек-энергия и энергия. Энергия и земля соединяются и дают человеку богатство. Вот двух стихий. Но в основном, основная стихия руны фэу – это огонь. Поэтому когда делают талисманы, амулеты с руной фэю, вообще чертят для себя, как правило, пользуются красными чернилами на купюре. И желательно начертить вот на такой купюре. Но еще раз говорю, непростому человеку, вам сейчас бежать чертить нельзя. Вы должны меня послушать до конца, о чем я говорю. И красная материя, красный алтарь, красные свечи. Руны любят окружать себя серебром, поэтому в этом случае очень, очень правильно, если человек, занимающийся рунами, если человек, то есть подготовивший вот некий ритуал, связанный с рунами, окружит руны именно серебром, серебряными украшениями. Потому как во времена рунной магии, изначально рунной магии, очень популярно было серебро. Даже императоры, даже
сановники, короли, великие люди носили серебро. И очень были популярны серебряные короны, больше серебряные короны. И хочу вам сказать, что Великая императорская корона или Большая императорская корона, которая заказана Екатериной Великой, она из серебра, дорогие друзья. Вот эти бриллианты из серебра. Очень многие мастера, грубо говоря, сажали бриллианты в серебро. Еще тогда понимали, еще тогда не было понятия белого золота, родия, оно позже появилось. Но они понимали, что белый металл, он подчеркивает блеск камня больше, чем желтый металл, понимаете? Да, многое, и пояс цариц из серебра, и серебряные украшения. Вообще, серебро, оно считалось благородным металлом. Золото надевали на особые такие праздники или перед другими королями, чтобы показать их богатство, там, вычурность, знаете, силу и так далее. Но нет, белое золото, белого золота не существует. Белое золото это то же самое золото, покрытое родием. Любое ваше кольцо вы можете отнести, они покроют ваше кольцо родием, и оно будет белое. Вообще никакой разницы. И любое кольцо или украшение из белого золота вы можете отнести ювелиру, он может свести, и оно будет или красное золото, или желтое золото. Белого золота в природе не существует, да, это родий. Просто почему называют белое золото? Потому что оно имеет ценность золота. Такого же золота, как и любое золото. Просто оно покрыто родием. И вот белое серебро, вот я вам сейчас покажу. Белое серебро называется радированным, родий. Вот это тоже родий. Сейчас, вот смотрите, это черное серебро, видите? Черного серебра тоже нет. С почернением серебро, черное серебро тоже родий. Вот это вот черный родий. Вот с цитрином. Это черный родий. Это серебро. Это черное серебро. Сейчас модно стало вообще черное серебро. Одно время тоже было модно, а потом... Ну, старое все это хорошо... Как новое, хорошо забытое старое, это не зря сказано. Вот родий, радированное серебро, видите? Вот он. Вот родий. Тоже ярко-белое серебро. Дальше вам какой показать еще радированный? Вот это с чернением серебро. Ну, это золото и с чернением серебро. То есть безродие серебро, оно в принципе... Вот этот, который мне подарили, эту красоту, это у нас фортуна. Видите? Авы фортуна. Это вот большой, огромный, с белым топазом. Вот, различными камнями. Эту фортуну мне подарили. Я вам показывала давно, я думаю. Это работа армянского ювелира. Вот она. Ну, она очень большая, шикарная. Ее просто так носить, знаете, это так слишком праздничное украшение, чтобы его просто так носить. Вот, вот Ава Фортуна. Видите? То есть она тоже... как бы, скажем так, тоже радировано белое серебро. Вот я вам и объяснила, собственно говоря. Вот это обычное серебро, немножко с почернением, но обычное серебро. Так что белое золото это и есть родий. А в белом золоте еще чуть-чуть сверху добавляется тонкий-тонкий слой серебра для того, чтобы родий хорошо прикрепился и хорошо осел, добавляет тонкий слой серебра. Так что, дорогие друзья, если кто не знал, белого золота в природе не существует. Вот опять же родий. Но везде по-разному покрыто родий. Знаете, здесь чуть-чуть покрыто. Есть прям ярко покрыто, и оно прям аж такое ярко выраженное, вот, ярко выраженное светлое серебро. Все. Да, пойдемте далее. Итак, значит, руны лучше окружать серебром, и этот ритуал сделать серебром. Просто видя вот эту вот тупистику со всех сторон, фэху, рисуем большого тарка, фэху, я думаю, дай народу покажу реальную работу, которая делается с руной фэу, чтобы всякие там сибирские чумы
не путали народ. И пусть они рисуют себе фаху на лбу большими буквами красными, и рядом еще и красный крест. И, может быть, поможет. Ой. А то мне тут передали такой маленький момент. Я, конечно, извиняюсь, вот маленький такой юморной момент, если вы не против, я вам сейчас покажу, как у нас после моей лекции, вообще после моей шикарной лекции о стихиях, как читают лекции товарищей Фэху. Одну секунду, давайте вот отвлечемся чуть-чуть от повседневности заодно. Уничтожить весь мир. Все уничтожить могут стихии. Ну, давайте элементарно возьмем землетрясение, да? Боже мой. Землетрясения уничтожают города, даже страны. Не может быть. Землетрясение. Вы видели, как она читает? Землетрясение уничтожает города, даже страны. Как детям, знаете, с детского садика. Вот сидите, землетрясение даже страны уничтожает. Не может быть! Батюшка, вы тоже стали коммунистом? Может быть! Это земля, мать-земля, да? Она может уничтожить. Земля дает, но земля и забирает. Опять из моей лекции свистнуто. Опять из моей лекции свистнуто, что стихия земли, земля же не только добрая, она еще и забирать может. Ну да ладно, мы уже поняли, что они только это и могут. И еще секунду сейчас послушаем. Земля дает рождение, земля и уничтожает сама. Боже мой. Что такое мать-земля? Не может Очень быть. сильная стихия. От нее много чего тоже зависит, получается. Она может... От нее много чего тоже зависит, получается. Очень сильная стихия. Дурочка, вот хочется спросить, а есть не очень сильные стихии вообще? Есть не сильные стихии? Покажи мне, пожалуйста. Может, пятую стихию ты открыла? Не сильную, не очень сильную стихию. Каждый стих... Очень сильная получается стихия. Это тоже вот получается, что очень сильная стихия. Да все стихии очень сильные. Но не об этом речь. Откройте мой прямой эфир стихии и послушайте, что такое стихии, для чего они, какие они их, знаете, слабые, сильные стороны, опасные стороны и стороны, дающие силу и процветание и так далее. Вот о чем решила стихии провести. Очень сильные получается тоже. Прослушайте дальше. Все смести на своем пути. Землетрясения просто весь, которые произойдут. Следующее. Воздух. Воздух – это тот же ветер, это ураганы, это смерчи, это торнадо. Тоже могут уничтожить города, да, может, то есть... Боже мой, торнадо, оказывается, может уничтожить города. Ой, это, наверное, это из старого еще этого лекции Гестапыча, генерала ФСБ. Сейчас, секунду. Воздуха уничтожить. Хоть страну уничтожить. Не может Если быть. вот разбушуется, да? Боже мой. Ветры, представляете, да, ураганные ветры, все сметают на своем пути. Также Представляете? смерчи, также торнадо и так далее. Очень сильная, могучая стихия. Следующая стихия воды. Боже. Тоже не остановить. Ну и ни одну стихию не может остановить человек. Не может быть! А мы думали, что хоть одну можно остановить. Спасибо, Патюля сказала, что ни одну невозможно нам остановить. Ой, как я счастлива. Они все тоже очень сильные и очень плохие. Ой, извините, давайте дальше. Ни одну не может. Как и землетрясение, как и торнадо, ураганы и вода. Вот представьте. Знаете, что напоминает? Масло масляное, да? Сновидение не сон, сон не сновидение. Потоп. Может произойти потоп, да? Может произойти ливень дождей, да?
Да может все что угодно произойти, но при чем здесь стихии, лекция о стихиях? Может же произойти и такое. Может еще даже вот такое даже может произойти. Да может произойти что угодно, вот что угодно, даже с воздуха может козел упасть на машину. Может такое произойти. Ну а при чем здесь стихия? А при чем здесь вообще, вообще лекция о стихиях, об их значении, об их силе, об их могуществе и так далее. Может же, говорит, такое произойти, и ливень же может произойти, представляете? Который невозможно остановить. Это нереально остановить просто ливни, да, и потопы. Да, может затопить, если там что-то произойдет, например, какое-то землетрясение, вода поднимется. Если вдруг произойдет какое-нибудь землетрясение и вода поднимется, вообще-то вода поднимается, когда цунами, а не потому что землетрясение. Нет, ну толчки бывают внутри океана, да, но дело в том, что если вода поднимается, это называется цунами. Это уже не землетрясение называется. Землетрясение может быть до этого, что может провоцировать толчок воды наверх. Понимаешь? Скажи мне, Патюля, что ты куришь вообще? Я тоже так хочу. Все сметет на своем пути, затопит все на свете. Боже ж. Вот. Огонь. Огонь это более такая беспощадная тоже стихия. Ну, они все, в принципе, беспощадны. А мне скажите, пожалуйста, пощадную стихию какую-нибудь. Огонь – это тоже беспощадная стихия. А которая из стихии вообще может быть милосердной, если она бушует? Что за тупистика? Огонь тоже же может быть беспощадный. И вода может быть беспощадной. Раз и снесло нас всех. Ну и что? Которая из них может быть пощадной, которая может беспощадной? Причем здесь это? Сидит, рассказывает, как вот ветра бывает же, и огонь же бывает же. И землетрясение же бывает же, бывает же. Давайте. Огонь. Да, это вулканы, извержение вулканов, которые нереально просто остановить. Это, Не может быть. когда горят леса, да, начало пожара еще как-то можно бывает остановить. Да ты что, еще можно бывает как-то немного так остановить, а вообще невозможно же бывает же. Уровень просто детского сада, твою мать. Слушай, Патюля, у тебя лучше получается сплетни и о мужиках. Кто у кого чего там делал, кто в лесу кого топтал. Вот это твоя стихия. Пожалуйста, перейди на свои исконные занятия. Тебе магия, там, лекции, все такое. Знаешь, ты прирожденный оратор, только базарный. Кто кого топтал, сколько мужиков по кругу кого пустили. Вот это твое дело. Как бы. Это, ты тут профессионал, я не спорю. Никто так не может хорошо сочинить с такой фантазией, шлюпая губами о том, кто кого по рукам пошел. А вот это оставь, это брось. Но если это разгорится, то все не остановит, сжигает все на своем пути, но не остановишь. Не остановишь. Большой пожар, когда горят огромные леса, ну не остановить это тоже. Ужасно. Вот. Вот. Пока само не остановится. Угу. Так что скажу вам так, милые мои, все 4 стихии – это очень сильные разрушительные стихии. Боже мой, не может быть! Очень сильные все 4 стихии, разрушительные. Вообще и огонь не остановить, и воду тоже не остановишь. И вообще, представляете, и ливень может быть, и всякое там, и землетрясение тоже, когда бывает, вообще страшно. Ой, все. Короче, о чем я хочу сказать? Я хочу сказать, что когда я вот эту херотень слушаю со всех сторон, особенно эту дурочку в старом, в старой рубашке с 90-х, кричащей Аруни Феху, я захотела показать, что те люди, которые умеют работать с руной Феу, они живут в достатке. И они не носят старые потрепанные вещи, еще и сверху шарфиком привязывают на всякий случай, чтобы не было видно, насколько это молью съеденная штука. Руна Феу, дорогие друзья, это руна, дарующая богатство. И еще раз объясняю. Посыл во Вселенную, отправление вместе с посылом своей энергии, силы, работы, и оттуда отдача из Вселенной Феу.
Как изначально, давайте объясню, для чего вообще этот ритуал я вам дарю. Я дарю ритуал для практиков. Но такое, то есть провести может и сделать для человека, который пришел к нему за помощью, только практикующий человек, и то после того, как этот человек почистила, убрала препятствие, только после этого рунный талисман Фео может отдать этому пациенту своему, грубо говоря, не ранее. Просто так пускать на поток эти, скажем, талисманы и амулеты рун Фео, это глупо. Вот просто идти купить и надеяться, что оно будет работать, нет. Но если если практик, который поработал уже с человеком, который уже открыл эти денежные дороги, сделает, то есть практик может это не сделать самой, да, это делают мастера. Вообще из кожи, на камне можно это изобразить, можно на куске, значит, дерева, природный материал. Вообще лучше выжигать руны, выжигать на коже. И вот такого типа, такого плана, который можно носить, то есть подвеску, с кожаным шнурком, желательно, должно быть все природное, все настоящее. И купюра. Я использую доллар, самый маленький, потому что деньги с малого идут в рост. Вот эти два атрибута. Один носит человек, часто носит на себе, второй хранит в кошельке. Начинается денежный поток, обновление. Но еще раз говорю, не в том смысле, что вот это можно сейчас сделать всем, отправлять, и у них будут деньги. Нет, дорогие друзья. Это заговаривается, изготавливается специально для того человека, у которого уже началось, которого уже почистил практик, уже открыл его дороги, а это вспомогательно, это поможет долгое время, очень долгое время. Это может несколько лет работать. Потом руны устают. Если рунный талисман перестал работать, нужно просто делать новый. Старый талисман что делает? Вообще придают огню. Сжигают, потому что огонь нейтрализует полностью, и так лучше, чем выкидывать рунные вообще знаки, талисманы и прочее, прочее. Это я так для начала объясняю вам, чтобы вы поняли, для чего, какой практик может для кого их создать. Понимаете? Чтобы не было такого потока, чтобы не начали мне писать: ой, а можно вот мне тоже вот этот вот талисман Фео, я очень хочу, вот мне деньги нужны. Нельзя. Просто так сидеть и отправлять эти талисманы и амулеты, я вам объясняла, они не работают, это просто бизнес. Просто бизнес, там какие-то там иерусалимские свечи, иерусалимские эти, скажите мне, нити, какие-то свечи богатства зажигать, какие-то браслеты богатства, чушь собачья, оно не будет работать. Человека берут, очищают, исправляют судьбу, ставят защиту и так далее. И если у человека дальше есть желание, чтобы у него дальше пошло, вот он бизнесом занимается, ему постоянные потоки денег нужны, тогда можно для него сделать персонально такое еще сверху, усилить его денежную силу. Но не более того. И то не всем это надо, не каждому, с кем работала ведьма, это надо. Понимаете, это индивидуально смотрит человек и заговаривает, и отправляет для того, чтобы его поток денежный увеличился и так далее. Алексей Герасин, какого хера вы тут делаете? Вы же ошибаетесь там, идите в эту говногруппу. Вы же их уровня. Какого черта вы здесь делаете? Вы знаете, у меня память хорошая. Я помню всех, кого передали. Что вы тут потеряли вообще? Вы же там сидите, вы же там в обсуждениях очень такой, скажем так, галантный кавалер и очень активно участвуете. Какого хера вы тут делаете? Я выкидываю всех ублюдков, всех шакалов, которые вначале побежали туда за какими-то бесплатными гаданиями, вообще за какими-то своими интересами, а потом, поняв, что эта дерьмогруппа опозорилась, что они просто опустились, что над ними весь мир смеется, что это просто обычные клоуны, поняв, что там ловить нечего, решили вернуться сюда. Какого хера вы тут делаете? Идите нахер отсюда. Вы там сидели, вот туда и пойдете.
Любой, кто туда пошел, его уровень там. А те, кому я вообще помогла и туда пошли, все, что я сделала, забираю обратно. Я это говорила. Остальные имеют полное право ходить куда хотят. Но сюда вам больше идти нечего. Вот именно. Я проституток обратно не принимаю. Я пойду сюда, я пойду туда. Посмотрим, может, там что-нибудь мне припадет, а может быть, нет. Пошли, опозорились, увидели, что там сборище говна. Думают, все равно, оказывается, тут ловить нечего, вернусь-ка я обратно. Пошли нахер, зачем вы мне нужны? Все, я мусор выкидываю, здесь вам делать нечего. Я всех вас помню и знаю, не переживайте. Приперся, нахера приперся? Ты же там сидишь, приветствуешь, беседы ведешь. Вот иди там и сиди нахер. Пошли дальше. Дорогие друзья, считается, что когда две племени богов, это асы и ваны, сошлись в схватке. А почему они сошлись в схватке? Потому что племя асов убило колдунью. И после того, как ваны потребовали за это возмездие и ответа, асы пошли на них войной. Это война не богов и фаворов. Фаворы – это демоны, которых изгнали в глубины океана. Это война двух кланов богов – асы и ваны. Асы были передовые, всегда есть главенствующие боги. Это асы, это Один и прочее, прочее. Ваны – это в основном боги природные. То есть боги небесные и боги природные сошлись в схватке между собой. Но когда асы победили ванов, они взяли в плен некоторых и переселили к себе туда, в Асгард. Их, скажем так, именное владение богов асов, рода асов. После этого боги из рода ваннов тоже начали подниматься по ступенькам, скажем так, понимаете? И получать определенные новые сильные функции для себя. Так вот, считается, что когда ванны и асы помирились между собой, один из великих жрецов начертил на амулете и подарил, посреднику между богами, подарил вот такой талисман – Трифеу, что означает, что боги неба и боги земли одинаково сильны. И между ними посредники, жрецы. Вот эти три феу. Небо, земля и жрецы, посредники, которые способны вместе дать человечеству изобилие и процветание. Отсюда, гласит легенда или предание, отсюда и пришла вот эта традиция Трифеу начертить и создать некий амулет богатства. Но я вам еще раз объясняю. Просто так чертить и отдать. Что за Ната Мазалевская? Где эта женщина? Скажите мне, она мне уже... Ой, защиту мужскую идите защищайтесь. Здесь нету защит мужских. Давайте. Выйдите где-нибудь, вас защитят. Пришли опять дуры, на нервы действовать. Колхоз закрыли или туда интернет провели? Достали вы меня. Итак, дорогие друзья, этот талисман делают практики. Я когда говорю практики, значит ритуал, который практик может для себя сделать или для других людей сделать. Понимаете? Значит, этот ритуал делают практики для себя или для человека, с которым работают, у которого уже все хорошо. Все должно быть очищено, убрано, только после этого этот ритуал возможно делать, и он будет действовать. Выжигается на коже, желательно, либо пишется на камне, либо на, маленьком куске, скажите мне, дерева, либо заказывается у мастера и усиливается просто. После этого активизируется и отдается человеку,
с которым уже работали и которому нужно открыть дороги судьбы. Дальше, чтобы было больше изобилия. Понимаете? Это нужно носить на себе, желательно несколько часов в день. А вот это на купюре изображенные 3 фэу, их нужно положить в кошелек. А теперь давайте-ка прочитаем с вами этот заговор. И читать нужно 3 раза. Активизировать, еще раз говорю, красные свечи, красный алтарь. Окружаем серебром. Это обязательно. Может, не так шикарно, но обязательно окружаем серебром, потому что руны активизируются и любят именно денежные руны серебро. Итак. Я призываю силу суровых северных богов. Именем рода Ассов, именем рода Ваннов, и с позволения великих богов я оживляю руну Фэу и трижды призываю ее. О Фэу, 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 силой богов наполняйся и всей силой своей проявляйся. Откройтесь двери изобилия предо мною. Одарите меня, боги, богатством, благополучием, заслуженным изобилием за все мои труды, как награду и дар от милосердных богов. Я направляю во вселенную посыл свой, с мольбой о благополучии. Я отдаю за это свои труды и время. Вселенная вернет мне богатством, как отдачу и награду за мои старания. Я призываю тебя трижды именем суровых богов. Фэу, 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 открой двери изобилия предо мною и одари меня богатством. И да помогут мне вечные боги. Да будет так. Если человек, если практикующий человек делает для другого, то, естественно, просит для него, называя его имя. 3 раза. 3 раза нужно провести. И еще раз читаю. Я призываю силу суровых северных богов. Именем рода Ассов, именем рода Ванов, и с позволений великих богов я оживляю руну Фэу. И трижды призываю ее. О Фэу, 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 силой богов наполняйся, и всей силой своей проявляйся. Откройтесь двери изобилия предо мной. Одарите меня, боги, богатством, благополучием, заслуженным изобилием за все мои труды, как награду и дар от милосердных богов. Я направляю во вселенную посыл свой с мольбой о благополучии. Я отдаю за это свой труд и время. Вселенная вернет мне богатством, как отдачу и награду за мои старания. Я призываю тебя трижды именем суровых богов. Фэу, 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 открой двери изобилия предо мною и одари меня богатством, и да помогут мне вечные боги. Да будет так. Еще раз прочитаем. Я хочу вам сказать, что вчера я ночью все подготовила, но очень устала, потому что много вопросов, ответов. Я реально устала и решила на следующий день провести, прям сегодня, вплоть до вечера была занята. И вы знаете, я просто начертила, оставила на следующий день. Я для обучения, я еще не активизировала. Ну, понятно, что это на моей личной силе, в любом случае. Утром мою карту наполнили со всех стран мира. Просто просыпаюсь и везде. Спасибо большое, я дом продала. Огромное спасибо, хочу вам подарок сделать. Спасибо вам большое туда и сюда. Просто. Но я вам еще раз говорю, дорогие друзья, простому человеку это не нужно. Эффект будет другой.
Вам самим это нельзя. И просто попросить кого-либо, кто практикует или якобы практикует. Вот, мне можно сделать, вот там у Хосроева есть вот этот ритуал, талисман мне сделайте. Тоже не поможет. Нужно сначала убрать все лишнее, только после этого сила богатства вырывается в жизнь человека. Это вспомогательно просто. Может практик для себя сделать, а может сделать для человека, с которым уже работала, у которого уже все хорошо. Просто нужен поток денег. Я призываю силу суровых северных богов, именем рода Ассов, именем рода Ванов, и с позволения великих богов я оживляю руну Феу и трижды призываю ее. О, Феу, 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 силой богов наполняйся и всей силой проявляйся. Откройтесь двери изобилия предо мной, одарите меня, боги, богатством, благополучием, заслуженным изобилием за все мои труды, как награду и дар от милосердных богов. Я направляю во Вселенную посыл свой с мольбой о благополучии. Я отдаю за это свои труды, время. Вселенная вернет мне богатством, как отдачу и награду за мои старания. Я призываю тебя трижды именем суровых богов. Феу, 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 открой двери изобилия предо мною и одари меня богатством. И да помогут мне вечные боги. Да будет так. Вы знаете, дорогие друзья, все стараются продать себя подороже, все стараются какие-то талисманы, амулеты продать, все стараются запихнуть свой дешевый товар, лишь бы денежки заработать. А я весь свой труд подарила миру. Вот просто взяла и подарила без страха. Мне тоже говорили, вот вы все дарите, а как вы жить будете, а вот к вам как придут, а вот в чем ваша выгода? Вы знаете, я все подарила миру, а они все это дешевизну пытаются впихнуть, вот этот весь хлам продать. Но знаете, что интересно? Я, отдавшая миру даром, живу лучше, чем они все вместе взятые. Вот в чем, вот в чем ирония судьбы и парадокс. Реально. Я, просто отдавшая, получила от Вселенной больше, чем они все вместе взятые, эти все полыни, малыни, всякие дешевые свои курсы продающие, какую-то херотень желающие, всякие рамульки, всякие херульки, которые сидят там какие-то, толкают свои ритуалы какие-то, курсы какие-то. И самое интересное просто, они это все пытаются продать, хоть копеечку заработать, а я без страха и ничего просто это отдала. Но мне вернулось 1000 раз больше за абсолютно бесплатный дар миру. А им никак не получается даже какую-то херотень толкнуть и продать. Понимаете? Вот в чем дело-то. Вот не зря же сказано, да не оскудеет рука дающего. Понимаете? Вот о чем речь. Чего? Какую-нибудь снять... Так, никакую информацию давать не могу. Такие вещи снимает практик. Вы не снимете никогда. Так что, дорогие друзья, работа с руной Феу или сила 3 Феу еще называют такой ритуал. Вот сила 3 Феу или работа с Феу, богатство от 3 Феу, это все вот примерно так должно происходить. А все остальное, вот это херотение, я понимаю, что там очень мешают бизнесу чмошных дешевок, но извините, как говорил еврей, ничем хорошим вас порадовать не могу. Все у меня хорошо. Итак, еще раз сказала и повторяюсь. Те, кто назовет себя практиком и будет вам отправлять этот талисман, это фигня. Такое делается амулет, который на долгое время поможет заработать, подняться, идти вперед. Потом постепенно он теряет силу, потому что это не навечно. Кто вам это скажет и толкнет, это аферизм. Такое делают только с теми, с кем уже работали,
и кому можно просто усилить поток богатства. Вот таким образом. Все, дорогие друзья. Всем удачи, всех благ. Пойду я готовиться к другим своим работам. Ну, сегодня и посмеялись заодно немного так над Шариковыми. Ой. И о том, что, оказывается, вода может подняться, и никто не остановит. А мы-то не знали, представляете? Хорошо, что мне сказали. Ой, и вот эти безмозглые чмошные существа еще лезут куда-то со своими тупыми мозгами. Я же сказала им и повторяюсь. Вы свои гнилые зубы, оскалы моих знаний сломаете. А да уже же сломали давно, челюсти свои оставили на скалах. И сидите беззубые псы, гавкаете. Ой. Напоминает собаку старую, беззубую, но еще желающую на кого-то погавкать. Да, дорогие друзья. Все, всем удачи, всех благ. И пойду-ка я дальше работать. У меня очень много нужного, которое нужно успеть подарить мирозданию. Как я говорю, столько работ, что придется жить дольше. Прям придется. Иного выхода нет. Я не успею столько за 100 жизней. Мне придется хотя бы до 100 лет прожить. Буду выходить в эфир там, дорогие друзья. Но я уверена, что мой голос и тогда не изменится до такой степени. Я, по крайней мере, я очень на это надеюсь. Все. Всем удачи и всех благ.